с самого детства, там, мне в 8 лет отец подарил компьютер, и с тех пор мне интересно компьютер. Боходраке это владелец сети ресторанов фастфуда Максвей. Просидел по знакомству на позиции директора, и за год я понял, что я как бы отупел. Я такой захожу к Боходраке, такой весь крутой. Я говорю, 800 заказов в день через 6 месяцев будет. У меня был сложный период, когда я практически все потерял. У меня не было дохода, прибыли. В месяц даже там $100 домой не мог занести. Я говорил, ребята, давайте качаем средний чек. Они такие, ну никто не покупает, ничего не хотят. Вот формат мышления, что мой карман равно карману клиента, он автоматически в бизнесе убивает вот этот вот рост прибыли. Пошел в Минор Сомса. Самая популярная самса. Да, я же такой думаю, вот, и нужно это. Ну, они меня сбрили. Короче, мне сказали простую вещь, непростую, очень интересную вещь. Слушай, друг, ты давай готовь свои лаваши, а как систему писать, мы сами знаем. Ух ты. Ключевой момент успеха – это злоба. Чуть больше за год мы сделали 560 договоров. Дальше запускали MyTaxi, а потом Экспресс-24. Под капотом полностью на деливере работают. Вот такой пример. Всем привет, меня зовут Умет, и это 4-й выпуск нашего подкаста, в котором мы делимся об истории создания разных стартапов. Сегодняшний наш гость Акей Фахридин, основатель стартапа Deliver. Это служба доставки. Не совсем служба доставки, но мы сейчас подробнее об этом расскажем. Спасибо большое, что приняли наше приглашение. Мы сегодня максимально подробно узнаем, как этот стартап на $4 миллиона создавался. Добро пожаловать. Спасибо. На рынке есть огромное количество служб, как называется, доставки. И ваш продукт, в большинстве случаев сейчас в СМИ, она позиционируется как служба доставки, так или иначе. Давайте начнем с того, что расскажете, что это, во-первых, такое, а потом с чего это все началось. Умет, большое спасибо за то, что пригласили. Для меня это такой новый экспириенс в таком формате. Итак, если говорить про Deliver, ну вообще откуда название? Мы взяли словосочетание Delivery Every, то есть доставлять всегда, и сократили его до Deliver. Для меня было очень удивительно, когда в этом Crunchbase регистрировался, не было, оказывается, компании с названием Deliver. Вот. Но есть штат Deliver, да? Окей. Значит, Deliver – это, по сути, платформа, которая решает операционные задачи бизнеса, который хочет построить у себя свою собственную доставку. Угу. То есть, получается, вы в компании не предлагаете услугу агрегатора, как это делает Узон-Дискор, Яндекс.Еда, а вы делаете полную систему доставки в самом компании. Да, то есть, как это вот, например, мы все знаем, что есть такие бренды, как Япона Мама или Максвей, да, это такие крупные бренды, к которым за заказом еды обращаются там разные люди. Кто-то через колл-центр, кто-то через сайт, кто-то через мобильное приложение, кто-то через Telegram-бот. Так вот, для того, чтобы продавать в онлайне, любому бизнесу нужно выстроить в первую очередь каналы продаж. То есть, это сайт, приложение и так далее, да. То есть, вот если коротко рассказать, как я представляю продукт, да, то есть любой бизнес, который хочет заниматься доставкой, продавать свои продукты, ему нужно, первое, выстроить каналы продаж, второе, сделать так, чтобы все эти заказы поступали куда-то, потом эти заказы передавались на кухню, а с кухни готовую продукцию забирали курьеры, доставлялись к клиенту, и клиенты оставляли отзыв. То есть, вот эти 5 циклов мы в комплексе закрываем. Помимо этого, то есть, как вообще все это начиналось, да? Когда мы смотрели на рынок, у многих бизнесов была проблема. То есть, они использовали разные системы для разных решений. То есть, у кого-то заказывал Telegram-бот, у кого-то заказывал сайт, у кого-то, допустим, приложение. А потом отдельно строился колл-центр, и все эти заказы какими-то путями, там, не знаю, в Telegram-группу поступал, да, кто-то там в Excel-таблицу записывал, кто-то в бумажную, кто-то там какие-то системы строил, да, кто как может. Или кто-то использовал там базовые системы доставки от кассовых систем, постсистем. Таким образом,
в этой цепочке еще была проблема, как принять оплаты, онлайн-оплаты. На сегодняшний день это еще актуальнее, как фискализировать это все. Да? И самое такое сложное бывало такое, что клиент мог заказать через колл-центр, а потом через минуту заказать тот же человек через Telegram-бот, думая, что он как бы недозаказал или еще что-то. Таким образом, в процессе появляется очень много непонятных моментов. И они не связаны. Они не связаны, да. Мы очень часто наблюдаем по сей день такие кейсы, когда ты приходишь в ресторан, кассир принимает заказ по телефону, вот так вот стоит, да-да-да, окей, рассчитывается там на кассе с клиентом, а потом то, что записал на бумаге, передает официанту, говорит, готовь, тот идет у повара, готовит, потом этот чек, бумажка непонятно где там, или в жиру, ну вот, потом этот же официант обслуживает других гостей, потом возвращается, потом собирает этот заказ, потом ищут они курьера, звонят курьеру, ждут, когда он приедет. Потом передают каким-то образом этот заказ, и курьер уезжает до клиента, и непонятно, когда он доезжает до туда, и там есть кейсы, когда там стоимость доставки курьер завышает, не знаю, там доп. Им какие-то денежки просят. И вот это вот весь каламбур, который происходит в доставке, он очень сильно ухудшает сервис. Мы поняли, что есть вот такая вот проблема. Построили грандиозную интеграцию всех возможных инструментов, которые встречаются в доставке. То есть, это в первую очередь мы создали каналы, то есть мы создали систему, CRM-ку, где все процессы настраиваются и управляются. И мы сделали его так, чтобы он был гибким, подходил под любые практические задачи, которые формируются у ресторанов. Точно так же мы еще ежедневно дорабатываем, потому что у разных бизнесов разный интерес. Вот к этой системе мы привязали все каналы продаж, которые возможны. Если по каналам продаж взять, это Telegram-бот, это сайт, это приложение, это QR-меню, это киоски, это социальные веб-приложения, которые размещаются в социальных сетях. Да? Взяли агрегаторов доставки еды, типа Яндекс.Еда, Zoom, T-Score, Экспресс-24, Вольт. Мы все вот эти каналы подключили к себе в систему. Потом мы взяли все популярные системы, кассовые системы, постсистемы, которые в СНГ есть. Да? Это Айка, это Джови, это AirKeeper, это Постер. То есть, когда клиент делает заказ в любом из каналов продаж, этот заказ автоматически поступает на кассу. Потом мы взяли все платежные системы, которые у нас есть. Это PayMe, это Click, это Uzum, это Homo, это Uzcard, это Payzy. Да. И дали максимальную возможность для того, чтобы по-всякому можно было платить. Как угодно. Третье. Мы взяли SMS-сервисы и подключили их. Для чего? Потому что, когда клиент заходит в систему, нужно его идентифицировать, да, чтобы это был не ложный номер или еще какие-то моменты. Не потерять его. Вот. И через идентификацию. Через SMS-ку мы подключаем клиентов. Потом мы создали приложение для курьера, которое в цепочке этой работает, и курьер понимает, когда поступил заказ, куда его нужно везти, кто получатель и какая сумма в итоге. Вот. А есть рестораны, то есть курьерское приложение наше, оно больше нужно тем, у кого есть свои курьеры. То есть это не для Узума, не для Яндекса? Нет. У нас отдельное свое приложение для курьеров. А потом появился вопрос, задача с появлением агрегаторов. Курьеры начали уходить от бизнесов, потому что невыгодно. Или агрегаторы начали предлагать больше денег. Мы познакомились с Яндекс.Доставкой и сделали решение для ресторанов. То есть, когда вам нужен курьер, система по 3 условиям может вам вызвать курьера. То есть, первое – это автоматически. То есть, когда заказ переходит на какой-то статус, допустим, вы как только вы нажимаете кнопку «Готово», система автоматически находит курьера, считает стоимость, показывает эту стоимость клиенту,
и вызывает курьера. У курьера, допустим, в приложении Яндекс.Курьера, Яндекс.Про, по-моему, называется, да, и там все детали заказа. То есть, в какой филиал нужно приехать, какие блюда нужно забрать, какую сумму нужно будет заплатить и куда отвезти, соответственно. И второе условие – это вы просто закладываете энное время. Например, я знаю, что за 10 минут я буду готовить еду, да? То есть, система автоматически за 10 минут с момента создания заказа через 10 минут вызывает курьер. Третий кейс, когда у вас там сформировано, у вас своих курьеров не хватает, вы просто щелкаете на одну кнопку, и он отправляет этот заказ в Яндекс. Вам курьер приезжает. Вот когда мы строили вот эту цепочку, мы начали понимать, что в каждом этапе есть какие-то моменты. Допустим, сколько времени было затрачено с момента создания заказа до его оплаты? Сколько времени потребовалось, чтобы его кухня приготовила? Сколько времени ушло с момента, как кухня приготовила, и курьер забрал? Сколько времени требуется, чтобы курьер доставил? И у нас началось появляться четкое понимание, где аналитика всех процессов, всего. То есть, аналитика по продуктам, аналитика по дням, аналитика по стоимости, по среднему чеку, по глубине чека. Там ABC-анализ продуктов, какие у вас позиции выгодные и невыгодные. Есть когорта, допустим, по дням недели, по часам. То есть, в какой промежуток времени, сколько у вас заказов будет. У нас есть модуль прогнозирования, который предсказывает вам, в каком часу, какого дня, какое количество будет заказов на конкретное блюдо. Очень много. Это на основе всех этих данных. Вот. Таким образом, и на основе этого мы уже понимаем, кто такой наш клиент, какие его хотелки, какие его потребности. Мы уже дальше... у нас сформировались маркетинг-модуль. То есть, когда мы можем индивидуально делать какие-то пуши клиентам, ты давно не заходил к нам, да, получи... Исходя из его действий. Да. Получи скидку, получи промокод. Привет, у тебя день рождения, пожалуйста, тебе скидка, да. И, то есть, эти все цепочки. То есть, получилось так, что мы целиком охватили все процессы, которые задействованы в доставке. Собственно говоря, такое решение мы сделали. Это очень интересный, на самом деле, кейс того, что человек со стороны не сможет во всем этом разобраться. То есть, как вы пришли к этому всему? То есть, вы же должны были где-то со всеми этими проблемами встретиться. Да. 2020 год, 20 декабря. Боходраке – это владелец сети ресторанов фастфуда Maxway, пригласил меня на позицию руководителя колл-центра доставки. Задача была какая? Построй мне колл-центр нормальный, чтобы он функционировал. Я пришел туда, я никогда в доставке раньше не работал, я не понимал, что это такое. Первый месяц я просто сидел, изучал, какие процессы там есть. Что там происходит, какие проблемы. У меня вообще самый большой опыт – это опыт в продажах. Больше 13 лет опыта в продажах. Если прям уходить далеко, буду рассказывать, наверное, с самого начала, чтобы была понятна цепочка. Да? Я учился в России на агронома. Ни одного дня не проработал агрономом, да, но с самого детства, мне в 8 лет отец подарил компьютер, и с тех пор мне интересный компьютер. В Россию я уезжал поступать на финансиста, то есть я здесь поступил по гранту на финансовый факультет. Когда туда поздно приехал, грантовых мест не осталось. Нужно было или возвращаться, или же учиться на контракте. Я переоформился и стал агрономом. В общем говоря, у меня ученая степень. Там я устроился на работу, где мы занимались продажей интерактивного оборудования. Это разное видеотехническое оборудование, это компьютеры и прочее в государственные организации. Да? И с тех пор у меня начало формироваться некое отношение к IT. 7 лет прожил в России, закончил учебу, вернулся обратно в Ташкент.
год просидел по знакомству на позиции директора. Работа была такая: в 10 часов приезжаешь, 2 часа спишь, обедаешь, час делаешь какую-то задачу, в 5 часов уезжаешь домой. Вот так вот год я просидел. Хорошо платили. И за год я понял, что я как бы отупел. И ушел оттуда. Пришел на работу на позицию менеджера по продажам в компанию Newmax. Это IT-компания, о ней многие знают, основатель Акмаль Пазиев. На тот момент у них были продукты как MaxTrack, это GPS-мониторинг, BioTrack сейчас на сегодняшний день это Workly, да, это Time Attendance System, то есть система учета рабочего времени сотрудников. Дальше запускали Express24 и MyTaxi, а потом Express24. Вот 4 года я там проработал на позиции менеджера по продажам. Мне безумно нравилось там. Единственное, вот очень сильно то, что мне нравилось, это монетизация решений. То есть в MaxTrack компания продавала оборудование, а потом в месяц, по-моему, 40 тысяч стоила месячная абонентская плата для того, чтобы понимать, где твоя машина ездит. Да? И для меня такая, блин, какая классная модель. Да? Блин, так много, да, подписка. Блин, это же классно, можно так много денег заработать, да, на этом. И вот эта идея у меня в голове прям сильно подсела. После этого я ушел просто в свободное плавание в сетевой маркетинг. Ух ты! Да. Об этом мало кто знает. Я 7 лет проработал в сетевом маркетинге. Свободное плавание на 7 лет? Да. Оно у меня зарождалось, на 2-м годе работы в Maxway, в Newmax. Потому что были разные предложения. И на тот момент я с ребятами завел в Узбекистан такой бренд, как NL Store. Это сеть магазинов по России, Европе, Казахстану, на сегодняшний день по Узбекистану. Я был одним из первых топ-лидеров, который проводил обучение, тренинги, запускал какие-то города, там вообще кочевые темы, вот все это. И вот 7 лет это вот беспрерывной продажи, презентаций за свою практику я провел, наверное, более чем 3000 презентаций. И самое крутое, что я оттуда забрал, это никогда не принимать отказы. И никогда сдаваться. Никогда не сдаваться. Вот. И я считаю, что это одним из ключевых... Быть настойчивым. Да, это одним из моих ключевых таких характеристик, которые там приводят меня к каким-либо успехам. Да? Потому что любой человек может сказать, это не работает, да. После этого у меня был период, когда я не понимал, то есть мне было уже 31 год, у меня был сложный период, когда я практически все потерял, у меня не было дохода, прибыли, я в месяц даже там $100 домой не мог занести. У меня была семья, да, то есть их надо было кормить как-то, родители помогали по-любому. И я начал смотреть назад. Что я создал, да? Что есть за мной, за которое я могу там гордиться. Бохадраке начал мне предлагать в июне месяце, чтобы 2023 я занял 2020 года. 20-го. Это в Maxway. С июня месяца он мне предлагал, чтобы я пришел, посмотрел, там, помог ему в этом процессе. Да? Я там гордый весь такой, нет, не буду, там, не хочу. А до этого у меня еще, кстати, был опыт работы в платежной системе ОСОН. Я там на 2,5 месяца сходил, погулял и ушел. Разные кейсы на самом деле. И когда я начал переоценку проводить, я понял, что, скорее всего, это хорошая возможность, и нужно ее принимать и воспользоваться. Я тогда сторговался с Бохадраке, типа, я же такой классный, там, в сетевую индустрию там раскачивал, все дела. И я сторговался за $600, 4 часа работы в день, ближайшие 2 месяца, если мне понравится, останусь. Если нет, я уйду.
Это еще время пандемии. Это до пандемии как раз-таки. 2020 год, после начала пандемии. Начало пандемии, да. Первую неделю я просидел. Такой, прихожу, захожу, смотрю, кто что-то делает и так далее. Я слышу, вот там люди ругаются, спорят между собой, какие-то разборки там с филиалами и так далее. И где-то через 2 недели мне это так стало нравиться, что, это же классно, есть проблема, ее нужно решать, да, и это же легко решается, да, то есть я такой прикидываю, решаю, объясняю. И на тот момент, я в колл-центре не был, то есть не был озвучен, кто я. Я просто был там чуваком, который просто там... Эдвайзером, да, смотрит, что происходит. Прошел месяц, мне стало очень сильно интересно. Я зашел к шефу, сказал Бахудраке, окей, давайте я остаюсь. По зарплате потом посмотрим, что как. И вот таким образом я ушел на целый год, вообще погрузился во все процессы. У меня рабочий день был какой? Примерно 3 часа я в день спал. В сутки. Ух ты. Потому что, когда уже мне сказали, все, вот руководитель ваш, вот он будет отвечать за все процессы и так далее. А я не люблю, не люблю себя чувствовать дураком. И для меня очень важно понимать все процессы, все циклы, которые связаны с цепочкой. На все вопросы ответить и знать. Потому что, как руководитель, ты не можешь быть слабым. И тебе нужно постоянно, моментально какие-то задачи решать, быстро принимать решения. Вот. И я такой захожу к Бахудраке, такой весь крутой. Я говорю, 800 заказов в день через 6 месяцев будет. На момент моего прихода в среднем было 400-450 заказов. Это по всем... По всем филиалам. На тот момент 8 филиалов было. Или 9 филиалов. И я такой захожу, говорю, Бахудраке, все, 800 заказов за 6 месяцев сделаю. В день? Такой, в день. Он такой, ладно, посмотрим, короче. Он же понимает, что я говорю, глупость какую-то, да? Не первый, кто такие вещи заявляет, да? И вот начал погружаться. Первая проблема, которую я видел, это коммуникации. Во-первых, среди сотрудников. Они не были качественными, они были больше неконструктивные. То есть не было процесса, по которому они могли бы пройтись и решать какие-то вопросы, задачи. Не только скриптов, там не было понятно бизнес-процесс. Бизнес на тот момент делал эти 400 заказов, и это очень круто. Горем пополам как-то делалось, да, это вот прям, конечно, вот так. Когда я принимал колл-центр, работало 22 оператора и 56 курьеров. 22 и 56. Да. То есть в колл-центре 22 сотрудника было. Нет, 25 сотрудников, из них 22 оператора были. Дневные, ночные. И я смотрел на выручку. Для меня было непонятно, почему люди не покупают. Или звонят, просто не покупают. Я понял, что операторы не удерживают клиентов. Мы начали прорабатывать эти моменты по кейсам. Я внедрил модель обучения каждую субботу, каждое воскресенье у нас было 2 часа тренингов. Я брал несколько тем и по этим тренингам прокачивал каждого из ребят, потому что, в сетевой индустрии ты прям полностью в этих тренингах каждый день. И вот вторая задача у меня была повышение среднего чека. Какая была она на момент прихода? На момент прихода она была 56 тысяч сумм. $5. Плюс-минус. Плюс-минус, да. Или 49 тысяч сумм было. Потом мы ее подняли до 67 или 8 тысяч. Вот. Проблема какая была, да? То есть, ребятам платили зарплату, но та зарплата, которую они получают, если вот поделить на количество дней, это примерно выходило там 50 тысяч
сумм на ежедневный расход. Я говорил, ребята, давайте качаем средний чек. Они такие, никто не покупает, ничего не хотят. Я говорю, в смысле не хотят? Вы, говорит, предлагаете? Да, предлагаем. Они же не будут покупать такие. Да? Зачем заставлять? Да, зачем заставлять? Я говорю, слушай, окей, я говорю, понял. Ребята, говорю, у меня вот была привычка, я на 3 минуты просто останавливал все. Я говорю, какая у нас сейчас проблема? Как мы его решаем? И они такие, так, вот, давай вот так. И мы вот выходили из ситуации. И я тогда сказал, ребята, 5 минут перерыва, все встаем и все говорим, сколько денег у него в кармане. У кого-то 20 тысяч, у кого-то 35 тысяч, у кого-то 5 тысяч, у кого-то 15 тысяч. Я говорю, кто готов сейчас за 70 тысяч купить еду? Никто. Так. Я говорю, вы знаете, в чем ваша проблема? Вы меряете клиента по вашему карману. Окей. Если он вам позвонил, значит он... Да. И мы, 2 недели качали эту тему. Средние чеки резко подскочили. То есть, вот этот вот формат мышления, что мой карман равно карману клиента, он автоматически в бизнесе убивает вот этот вот рост прибыли. У нас просто есть моменты, когда я, честно сказать, сталкивался со многими сетевыми агентствами, компаниями. Это в том же время Тяньши, в то же время там разные часы продают, технику продают. И я всегда, честно... Еще и были ребята здесь на местном уровне, которые продавали тренинги. Mm-hmm. Да. И я помню момент, когда только приехал в Ташкент, и мне нужен был нетворкинг. То есть я в 23-й год приехал, я не знаю языка, я не знаю никого. Благо, пару друзей были, которые там меня начали очень быстро знакомиться с многими. Я как-то попал на тренинг по нетворкингу. И после этого отдел продаж, одна девушка была, я помню, она несколько недель, она не отставала, как называется, вам этот курс понадобится. Я, честно, как называется, я даже восхищался, как она это пытается сделать. Отказа она вообще не принимала. То есть сейчас я теперь понимаю то, что момент с сетевым бизнесом зачастую всегда было то, что эти люди не знают вообще отказа. Да. То есть они постоянно добиваются продать свои эти вещи или сделать вас вот этим реферальной системой своей. Да. И это на самом деле очень интересный опыт, потому что там человек пытается это тебе продать. Да. Это даже скажи, нет, я потом подумаю. Он потом к тебе вернется. Перезвонит, да, конечно. Это довольно-таки интересный опыт. Как вы смогли переиспользовать этот опыт, грубо говоря, в Maxway? И в результате что случилось? В результате на момент моего ухода 2200 заказов в день. Я просто объясню. Был еще кейс, когда я сказал, ребята, давайте посмотрим среднюю дистанцию от филиала до клиента. Она составляла 5,7 километров. Я говорил, это очень дорого. Почему? Потому что ты отправляешь курьера за 5,5 километров, и он тебе делает такой же чек, что если бы он ездил бы на 2 километра. И в чем проблема? Нету локального маркетинга. Занимаемся раздачей флееров. Мне все сказали, ой, это не работает, это... Мы давно это говорят. Все так говорят. Я сказал, окей, позвольте мне, выделите мне бюджет, позвольте мне 3 месяца, я буду этим заниматься. Я сделаю так, чтобы это принесло пользу. Благодаря флайерам на 5-й месяц я закрыл 800 заказов. Получается, вы полгода обещали, то есть был такой некий цель за полгода 800 сделать, за 5-й месяц получилось. Да, я за 5-й месяц закрыл. В чем был секрет? Когда вот вы даете человеку без ценности какую-то бумажку, он ее выкидывает точно так же без ценности. Я сказал ребята, на каждого клиента, то есть на каждый флаер тратим 40 секунд. Кейс простой. Здравствуйте, меня зовут Фахриддин, я сотрудник Maxway. Вы знаете, мы занимаемся фастфудом, делаем доставку. Самые топовые позиции наши клаб-сэндвичи. Вы можете их заказать, мы в любое время доставим. Недалеко здесь есть наш филиал, вот здесь наш номер, вот здесь наш телеграм-бот, вот здесь наш сайт. У нас бывают акции, мы будем вас рады видеть. Приходите, пожалуйста. Передает, все. И это контакт визуальный, который составляет 40 секунд, в моменте повышал выручку. И за полгода я усыпал весь город флеерами. Сколько?
около 100 тысяч флайеров, больше 100 тысяч флайеров. Сейчас я не помню. Больше Процент изменения выручки. Плюс 300 заказов в день. Плюс 300. Ух ты. И это получается на выручку, это практически x2. Да. Самый интересный показатель. Мы в этой цепочке с флайерами запустили доставка в радиусе 1 километра бесплатно. И это сыграло кардинально мощную роль, потому что плотность вокруг филиалов заказов просто увеличилась. Мы начали покрывать рынки, базары. Мы начали локально все это продвигать, качать. Среднее расстояние на сегодняшний день составляет 2,2 километра. Вот. Это почти как бы в 2 раза уменьшили. Что дальше? Я начал искать, как мы можем еще расширяться. Я раньше работал в B2B сегменте, и для меня очень важно, чтобы нашу продукцию и B2B можно было продавать. У вас был B2B сервис? Да. Угу. И я сказал, ребята, есть множество отелей, PlayStation клубов, игровых клубов, больниц, всякие разные там санаторные эти форматы, да. Наняли человека, обучили его, дали в руки простые шаблоны договоров с печатями, служба доставки Maxway. Все. Его задача была какая? Он ехал, договаривался с одним человеком, администратором, который генерит заказ. Да. И мы ему делали... В ресепшене сидит и генерит заказ. Да, и мы ему делали кэшбэк за его заказы. За 6 месяцев, по-моему, да? Или нет, не 6 месяцев. За чуть больше за год мы сделали 560 договоров. 560 договоров. С нуля. С нуля. Офигеть. И... Без мата я здесь не могу. Это очень круто. Конечно, все 560 в день не давали заказа. Это огромная цифра. Но в день приходило от 50 до 70 заказов. То есть, это те уголки, которые обычно, не знаю, руководители, управленцы не видят или же не хотят работать. Или не понимают, как работать. Или не понимают, как работать. У нас есть такая интересная привычка, не у нас, вот у множества людей, когда мы чего-то не понимаем, мы ее просто блокируем. Лучше, когда мы начинаем разбираться в этом и можем правильно монетизировать этот сегмент. Да? Когда я пришел в Maxway, у меня в колл-центре стояла система. Хорошая система, довольно-таки. Она очень популярна в Узбекистане. Какая? Рекламировать надо. Рекламировать. Если вы его потом заменили на Deliver, я просто не хочу, чтобы хорошо. Конфликт интересов, чтобы не было. Да. Потому что я этих ребят хорошо знаю, мы друг друга очень хорошо знаем, уважаем. Когда количество заказа увеличивалось, система начинала зависать. Сервера не выдерживали. Сервера не выдерживали. Это первый момент. Второй момент. Мне нужны были аналитические данные. Где, какие просадки, что происходит, какая проблема у нас. Я вот хотел понять вот в цифре, как это все выглядит. Я поставщику говорил, слушай, сделай мне вот это, сделай мне вот это. Он это делал или очень долго, или вообще не делал, или очень дорого. И в один день, вот вообще, знаете, ключевой момент успеха – это злоба. Ненависть. Не скажу, что ненависть. Это когда... Короче, мне сказали простую вещь, непростую, а очень интересную вещь. Слушай, друг, ты давай готовь свои лаваши, а как систему писать, мы сами знаем. Ух ты. Вот. Это прям меня... Жестко. Да, меня прям взяло за живое. Я тогда сказал, окей, ребята, вообще нет проблем. Спасибо. Я начал искать, кто в моем окружении есть, который делает такую систему или такую услугу. Из Newmax у нас были коллеги, разработчики, Абдулла, Азбек.
Я через знакомых узнаю, что они написали подобную систему для Охты-Палаваш. Ну, то есть, там был прием заказа, ребята обрабатывали, курьер доставлял. Это ваши разработчики или же сторонние? Это вот, как это сказать, это первые лица Deliverr. Вот Deliverr это ж не... Они где работали на момент появления потребностей? У них была своя IT-компания, аутсорсинговая компания. Это UDEVS компания называется. Многие ее знают. И вот они написали систему, с горем пополам ее поддерживали, клиент жаловался, они там что-то делали, и там, не сильно монетизировали. Я, звоню Абдуллу, я говорю, слушай, я услышал, что у тебя есть такая система. Он говорит, да, есть. Вы были знакомы? Да, мы просто вместе с ним работали, только в разных проектах в Ньюмаксе. Окей. Вот. Он приезжает, показывает мне систему, и я такой, какая классная система. Мне там понравилось 2 вещи. Первое. Заказы переходили по статусам. То есть воронка создавалась. Как вам сказать? Вот в старой системе это была просто таблица, списком заказы шли. А у него было новый. В процессе получается, вот такие воронки, как в этом есть канбане. Да. Канбан-стойки, канбан-блоки. Да. И второй момент, на тот момент я помню, с диспетчерами были проблемы. Диспетчер и курьер хорошо знакомились, и они там Вась-Вась, брат, сват, там туда-сюда, за пару хороших слов диспетчер накидывал одному курьеру больше заказов. Чем это чревато? Ты не сможешь удерживать курьеров, потому что есть несправедливость. И ты не можешь им выстроить какую-то KPI, если ты не можешь отслеживать прозрачность этих процессов. У ребят было так, что не диспетчер назначает заказ курьеру, а курьер сам берет заказ доступный ему. И это было супер классно, потому что я в моменте решал несколько головных болей. Но я понимал, что система очень сырая, множество функционала еще нету. И мне презентовали, показали, все нормально. Я говорю, слушай, есть требования, нужно доработать. Он такой, слушай, не хочу я дорабатывать, хочешь, я тебе продам ее? Я говорю, за сколько? Он говорит, $10,000. Я говорю, это классная сумма, говорю. Только, говорю, она мне в таком состоянии не нужна. Во-первых, я не знаю IT, у меня нету программистов, я не знаю, что с этим делать. Ты мне сейчас продашь, у меня будет это как мертвым грузом. Я говорю, я тебе предлагаю сотрудничество. Я даю тебе ТЗ, ты ее разрабатываешь. Как только мы реализуем MVP по моей модели, я начинаю ее продавать. И мы с тобой делим доли. Но, говорю, мы с тобой вот здесь джентльменский договор. Ты никогда никому не продаешь эту систему, потому что я там скнокнул, что я могу построить ту модель подписки, который был в Ньюмаксе. Понимаете? Это вот такая вот цепочка. И вот я в голове выстроил в тот же момент бизнес-модель. И следующие 9 месяцев, то есть это был, во-первых, мы внедрили ее в Maxway. Мы начали получать аналитику, за счет чего мы начали улучшать весь процесс. Заменили существующую систему. Существующую систему заменили. С кровью и потом переходили на новую систему, потому что... Это всегда сложно. Да, на тот момент тяжело было. Да и система сама не готовая была, да, грубо говоря. Потом 9 месяцев я писал ТЗ, процессы описывал, как это должно работать, какие циклы есть, какие там подводные камни, что должно происходить вот в таких-то кейсах, что должно происходить вот в таких-то кейсах. Я прям не спал и занимался только доработкой, разработкой. Я просто сидел... И магистратурой. И магистратурой. И вот эти все процессы соединял. В 22 году в декабре месяце я начал стучать двери. Пошел стучать двери. Я пошел в Минор Сомса. Самая популярная Сомса. Да, я же такой думаю, и нужно это. Но они меня сбрили.
сказали, ну, чувак, слушай, я вот, короче... Справляемся, у нас все хорошо, мы GM. Я говорю, окей, ладно. И напротив них находился чайный шашлык. Я к ним постучался, прям ходил. Там был управляющий Дильшот. Классный чувак. До сих пор хорошо общаемся. Я говорю, есть система, вот такая-то, делает такие-то вещи, вот так вот. Он такой, не знаю. Не получилось у нас. И так я еще месяц ходил, стучался в разные двери, ездил, презентовал. Люди не покупали. И в один день, где-то через 1,5 месяца, в феврале месяце Дильшот мне позвонил. Окей, яхшимсыз, анунда келудис, там, про систему, сейчас вот шеф говорит, надо ставить. Я говорю, окей, все, бегу, все с нуля строю. Колл-центр поднимаю, компьютер закупаю, проводку тяну. Вот все с нуля сам, подключаю ребят. Это большая сеть или это не сеть? На сегодняшний день это Кебабика, бренд Кебабика и Махмуд Кебаб. О, вот. Махмуд Кебаб знаю. Вот, его все знают. Мне этот концепт очень сильно нравится. С работы из Maxway выходил, туда шел, сидел, строил процессы, сам оператором работал, принимал заказы. Почему? Потому что мне нужно было мне нужно было запустить первую пилотку. То есть опыт в Maxway это окей, но жизнеспособность в другой сфере, то есть в новых бизнесах это совершенно другое. На момент моего прихода у них была выручка где-то в месяц около 300 миллионов. 300 миллионов в месяц – это 2022 год, да, декабрь? Да. Уже или это февраль. Начало 23-го? Да. Через 6 месяцев выручка составила 1 миллиард. Угу. Получается X3. Да. Даже больше. Вот. И тогда я понял, что это масштабируемая история, что ее можно делать. И за этот год я подключил 23 бренда. За 23-й? За 22-й. За 22-й. Ой, вру, сори. 13 брендов. Угу. То есть, смотрите, получается, в декабре 2022 года вы начали? Смотрите. Продукт вышел как в релиз в начале... он работал, по сути, в новом облике, он вышел в начале 22-го. Окей, понял. Вот. Первая версия, в первый год у него было 3 клиента. Потом в 2021 году мы сделали 11 ресторанов подключили. 20-й год 3, 21 год 11. Да. 22-й 23. И дальше пошло уже. Количество не помню уже просто. Сейчас уже мы к этому дойдем. Да. И вот, грубо говоря, вот с этого все началось. Приходилось просто лезть на крышу, протягивать кабель для того, чтобы твоя система заработала у клиента. Приходилось ночью ехать, объяснять какие-то моменты, которые мешали работе. Приходилось ехать там за 600-800 километров для того, чтобы запустить систему. То есть, вот такие вот очень много черной работы приходится делать для того, чтобы у тебя вот это все начало жить. Сейчас ваш продукт Deliver, она интегрирована в более 400 точек продаж. Да. Получается, филиалов разных брендов. Сколько брендов на данный момент? 87 брендов. 87 брендов в 3 странах. Если еще взять... Значит, основное количество 83 бренда в Узбекистане, 3 бренда в Казахстане и 1 бренд в Праге. Пилотный бренд бренд в Праге. В Праге у него 4 точки, у них в Казахстане 16 локаций, 20, остальные там что-то около 410 брендов у нас по Ташкенту, по Узбекистану.
Мгм. Старая система, которую вы использовали в MaxFay, Ага. сколько, ну, сейчас же мы говорим, как она работала, на какой бизнес-модели она строилась, как она, вот сейчас вы, получается, у вас две модели. Это Ага. комиссионная модель, где вы снимаете комиссии с каждого заказа, Ага. и подписочная модель. Смотрите, мы в самом начале думали как? Давайте по-честному, да, сыграем в эту игру. Ну, то есть, я для себя говорил, слушай, давай так, по-честному, да, то есть, ты же не можешь брать деньги за ту работу, которую не сделал. Верно. И я с партнерами договорился так, ребята, мы делаем систему, даем клиенту, если он совершает заказ, он нам транзакционно, то есть, с каждого заказа платит N сумм. То есть, это 1000 сумм, грубо говоря. Фиксировано. Фиксировано. 1000 сумм, неважно, там, средний чек большой, маленький, без разницы. Если заказ завершен, он нам эти деньги платит. Все. И мы начали вот по этой модели работать. И мы по этой модели проработали 3 года. Не меняли ни стоимости, ничего. Какой был средний МРР по этой модели? По этой модели было 13 тысяч. 13 тысяч долларов, получается, МРР по этой модели до когда? До какого момента? До июня 2024 года. Недавно. И вы перешли на комбинированную модель. Мы сделали комбинированное, потому что что начало происходить? Чем больше клиентов, брендов или локаций, тем больше нагрузки на филиал. Первое. Второе. Каждому бизнесу нужно уделять достаточно времени, внимания для того, чтобы у них все это работало. Это техподдержка, грубо говоря. У каждого бренда так или иначе есть там Telegram-бот, приложение, свои каналы, да, там, по сути, там сама система Deliver работает, и плюс нам нужно дальше как бы развивать систему. Мы взяли всех партнеров, взяли средний чек, взяли все возможные показатели, а потом установили минимальный порог, который мы обычно затрачиваем на одного заказа. Ну, мы, конечно, юнит-экономику тоже вывели, да, сколько стоит, допустим, нам один заказ, и сколько мы в среднем затрачиваем на одного клиента, да. И таким образом мы пришли к модели, когда ты подключаешься, ты платишь фиксированный платеж, но туда включается N количество заказов. И все, что выходит за рамки этого количества заказов, ты просто допом как экстра доплачиваешь. Как лишние минуты. И все. И в этой модели мы оставили эту честность. Потому что мы даем то есть в подписке мы даем оптом N количество заказов за дешевле, а потом за прирост этих заказов мы просто добираем у них эти деньги. Получается комбинированная модель. Комбинированная модель. Возвращаясь к вопросу. Система, которая на момент в MaxWay была установлена, она так или иначе была аналогична вашей ныне системе. То есть какие-то такие же решала. Как та система монетизировалась? Да, никак. Ее вначале разработчик продал, установил. Коробку продал и все. Угу. То есть она поддерживалась за дополнительные деньги каждый раз. Если там вам нужно, допустим, вам нужно добавить продукт, да, окей, давайте заплатите N сумм денег. Если вам нужно включить какую-то кнопочку, да, конечно, заплатите денег. Когда вам нужно там акцию создать, то есть за любой шаг влево-вправо. Она сама не улучшалась. Она сама не улучшалась. Она улучшалась только по запросу. Если, допустим, какой-то другой ресторан приходит, говорит, слушай, мне нужны вот эти функционалы. Он считал вот этот весь объем работы. На имеющейся системе он это поднимал. Разово он получал выручку. Разово получал деньги и уходил. Все. Если вам нужен новый функционал, вы ему опять доплачивали и получали новый функционал. Но это всегда как бы в разрезе времени или же скорости бизнес проигрывает в этом. Да. Это работа с аутсорсами, с одной стороны, это плохо тем, что со сроками иногда часто может тянуться. Возвращаясь к теме вашего, получается, бизнес-модели, которую на данный момент вы делаете, у вас на сегодняшний день 10 тысяч заказов в день. От 10 тысяч заказов в день. Какой МРР? 25, давайте так скажем. 25.
Хорошо. На момент прихода, то есть, смотрите, ребят, зачастую стартаперы, они как начинают на наших рынках? Они в первую очередь делают какой-то прототип, это в идеале, а потом идут к инвесторам сразу. Наши коллеги, Акиф Ахридин, он не ходил к инвесторам, а инвесторы к нему пришли. Как это случилось? Вот в Aloha Ventures есть Мироль. Классный чувак, классный мужик. Мне звонит человек, говорит: Фахридин Аке, салам алейкум. Я знаю, что вы работаете с ресторанами, много у вас клиентов. Я хочу с вами познакомиться, потому что у меня есть решение, AI зрение, которое считает там работа часы, там движение объектов, все дела, там автоматизация через камеру, там анализ всего, что происходит. Кредл. В заведениях. Да, они недавно, по-моему, несколько университетов автоматизировали. Большой проект пошел у них. То есть, камеры, которые могут отслеживать, допустим, рекламу сделаю сейчас. Да. Например, вот у вас есть супермаркет. Вы не знаете, какая зона у вас глухая. То есть, отслеживаете тепловая камера. Тепловая карта по посетителям. Это раз. Счетчик посетителей. Кто, когда, во сколько раз. Он как идентифицирует каждого посетителя, если один человек 10 раз ушел? По лицу идентифицирует. Он точно так же может, если у вас там, не знаю, офисный бизнес, да, какой-то, он считает каждого вашего сотрудника, во сколько он пришел, сколько часов он работает, сколько часов он, не знаю, в туалет ходит, грубо говоря, да. То есть, он поднимает всю вашу аналитику, вот именно на уровне цифры. И, короче, он говорит: давайте познакомимся. Я говорю: окей, давайте познакомимся. Они приехали, Сардор Аке приехал с Мироль. И мы сидели, общались. И, Мироль говорит: слушайте, говорит, у вас, говорит, такой классный сервис. Я говорю: наверное, Мироль. Он такой: расскажите. А мы вообще пришли обсуждать, познакомиться с Сардор Аке, короче. Я ему начинаю рассказывать, показываю. Он говорит: офигеть, это так? Я говорю: да. В конце: а вы не хотите инвестиций? Я говорю: как-то не думали. А сколько вы можете дать? Он такой: говорит, вот такую сумму можем дать. Я говорю: хорошо. У меня, говорю, есть предварительная оценка, вот такая сумма. Если вам интересно будет, давайте. Мне, говорю, интересно, чтобы была оценка компании. Подтвержденная оценка компании, потому что если ты дальше пойдешь куда-то, да, чтобы там с чего-то начинать можно было. И для меня не важно было, там, большая эта сумма или там маленькая эта сумма. Поэтому мы небольшой кусочек поделились для того, чтобы было, приятно всем сторонам. Да? Да. Вот. И таким образом мы начали процесс. Сколько месяцев занял процесс инвестиций? 4 месяца. Угу. То есть переоценка была, получается, вы имели свою оценку, да. Ребята считали свою оценку. Да. 4 месяца, смотрите, для информации. Проинвестировано $100 тысяч да. на 2,5% да. компаний с оценкой $4 миллиона. Да. Получается, 4 месяца прошло, и я же говорю, то, что кейс, он довольно такой интересный тем, что инвесторы к вам пришли. Сейчас у вас, получается, большой сервис. Какой штат? Сколько людей над этим работают? 17 человек. Когда вы ушли с Maxway? Так, в августе 2023 года. Как отреагировали? Не знаю, нормально, наверное. То есть, они были готовы, что вы уйдете? Или это было... Вообще, я в Maxway вырос с позиции руководителя доставки до позиции SEO. 8 месяцев проработал на позиции SEO. Я понял для себя одну очень важную вещь, что... я работы не боюсь, работаю как конь, да, с утра до вечера, энергии хватает пока. И я просто задал себе вопрос: чувак, а что будет с тобой через 5 лет? Насколько твоя зарплата увеличится? Да. И, в найме всегда есть потолок. Да. А не выгодно ли заняться своим делом? И для меня был сигнал в августе, в июне месяце с Deliveroo ушли 2 клиента. Угу. Так. И я понял, что надо вернуться.
То есть, это все же начиналось очень бурно на моей энергии и так далее. Но когда я стал SEO в Maxway, у меня практически времени не хватало для того, чтобы вникать в эти процессы. А на стороне ребенок сам не растет. Да? Да. И ушел, поговорил с шефом, сказал: Акя, спасибо большое. Я, кстати, всегда говорю и всегда благодарен этому человеку, потому что выжимал из меня по максимуму. И это дало свои плоды. Да. И второе, он дал для меня очень хорошую площадку, где я все это создал. Потому что без его поддержки, без его окей, делай, этого, возможно, не произошло бы. И я очень сильно уважаю его и премного благодарен. У вас на интервью вы сказали, что очень опасно, что бренды зависают от агрегаторов. Зависят от... Да, получается, в течение работы с ними они от них зависят как основной канал продаж. Да. Смотрите, вот я же к этому тоже не просто так пришел, да, то есть это же не придумано мной, да, то есть есть бренды, с которыми вот буквально сегодня звонил один парень, говорит: слушай, говорит, у меня в день несколько сотен заказов, но 70% это агрегаторы. И я от них не могу уйти, потому что они там какой-то поток заказов дают, да, у меня там очень маленькая сумма остается, потому что с меня там 30-35% комиссию берут, да, процентах. А многие просто бизнесы, не то чтобы бизнесы, вот обычный обыватель, пользователь, потребитель, он не знает, какие взаимоотношения между рестораном и агрегатором, да. Обычному потребителю: скидка, давай купим. Скидка, давай купим. 2 плюс 1. 1 плюс 1. Да, это прям круто, супер. А на самом деле за каждый такой поступок бренд платит деньги. Агрегатор никак. Даже в плюсе только. Да. Зачастую так. Не скажу, что всегда, но зачастую так. Бывает, что сами агрегаторы инициируют какие-то моменты, говорят: давай на 50 на 50, да, потому что чтобы и тебе тяжело не было. Но они это в самом начале, для того, чтобы бренд прокачать чуть-чуть. Работа с агрегаторами очень классная. Во-первых, это очень большая аудитория. Это вы всегда выставлены на полке. И агрегатор может в моменте продвигать вас большому количеству юзеров. Есть обратная сторона. Если вы не будете успевать вовремя, вы будете косячить, занижает, вас отключают. И вы теряете основной канал продаж. Да. И в чем еще риски? Партнеры, коллеги, не обижайтесь, я просто как есть говорю, кто-то будет смотреть. Например, вы открываете Dark Kitchen. Так. Партнеритесь с агрегаторами, запускаете, не знаю, там, свою маржинальность считаете и так далее, да? Нанимаете людей, закупаете оборудование, закупаете сырье, готовите. И представьте, что из-за какого-то сотрудника вашего ресторан блокирует. Есть шанс оттуда выйти с блокировки? Да. Но вы там неделю можете потерять. Или час, или 2. Там просто разные условия. Понимаете, да? А у вас 20 человек работают. Вам им нужно зарплату давать. А оборудование вы брали в кредит, например. Да? Вам нужно из выручки вытаскивать деньги и закрывать кредит. А что если просто по какой-то причине вы приостановили вообще работу с этим агрегатором? Не знаю, там что-то произошло. И вот вся клиентская база, которая приходила через агрегаторов, она уходит вместе с ними. Да. И вам нужно с нуля все это начинать. Вот. Поэтому, если вы растущий бренд, если вы идете там, хотите расширяться, вам выгодно выстраивать свои каналы продаж. Почему? Вам нужно выстраивать свой бренд, свою индивидуальность, потому что даже если, то есть, когда у вас хороший продукт, даже если клиенты заходят через агрегатора, мы знаем, что, когда клиенты заходят через агрегатора,
вы даете свои продукты в своем бренде, в своей упаковке. Люди запоминают. И агрегатор в этом ключе очень хороший источник новых клиентов для вас. Вы можете, допустим, цены держать у агрегатора 30 тысяч, не знаю, там, за бургер, грубо говоря, да, а у себя транслировать, не знаю, скидку 20%. Да, интересная история. Вот. И таким образом люди-то тоже ищут, да, какие-то выгоды. Да, у вас, возможно, не такая большая аудитория, как у агрегатора, но мы понимаем, что люди, которых любят бургер какой-то, они приходят за этим бургером, они ищут его в агрегаторах. Если не найдут, будут искать там в интернете для того, чтобы найти. Сейчас век интернета. Вы открываете такое кафе, а вас нету в интернете. У вас нету ни сайта, у вас нету ни телеграм-бота, у вас нету информации на картах. Угу. Как вы планируете работать дальше? Как продавать? Как продавать. Вот. Поэтому, если вы хотите строить свою доставку или свой онлайн-канал продаж, Deliver must have. Сейчас был момент перехода с того, что почему, вот, например, грубо говоря, работа с агрегаторами, в среднем они забирают там 30-35%. Есть большой риск того, что если вы так, как кейс, который вы говорили, что человек зависает от агрегаторов на 70%, получается, своего там аудитории к нему, который приходит, и в моменте из-за некомпетентности, из-за форс-мажорных ситуаций, из-за человеческих там каких-то моментов ваш магазин блокирует. И каждая секунда, каждая минута для бизнеса это прям очень важно. Да. Почему им важно стоит, почему этим людям для того, чтобы оптимизировать данный риск, надо перейти в Deliver? Окей. Когда вы создаете бизнес, вы создаете уникальный бизнес? Вы всегда ассоциируете свой бизнес с чем-то? Да. У вас есть какая-то, не знаю, какой-то образ в голове. Какой-то бренд. Какой-то бренд. Ценность. Да. Представьте, вот на полке множество книг. Угу. И все они книги. Да. Вот. Первую возьму, третью возьму. Может, какой-то книги нету сегодня, да? Без разницы. Вот это вот, когда вы выставлены... Одинаково. Одинаково. По сути, создавая этот бренд, вы же хотели чем-то отличиться. Серьезно. У вас были какие-то намерения сделать что-то лучше, где-то качественнее, да? А если вы не создаете свой образ, как вам дальше жить? Хороший момент. Типа, если вы захотели создать какой-то бизнес, зачастую бизнесмены, предприниматели создают бизнес для того, чтобы сделать что-то лучше. Да. То есть, и сейчас же на примере агрегаторов, это на самом деле там то же самое, не в обиду никаким агрегаторам, чтобы потом мне этот не вышли, то, что они создают уникальное, Да. ставят со всеми на одну полку. Да. То есть, и тут люди такие, здесь и тут одно и то же. То есть, они не видят сильную разницу в агрегаторах. Да. А у вас? Это ваше. Это ваше. Да, это white label решение. Транслируется ваш бренд. Ваш бренд транслируется. А сумма с 30% на сколько снижается? Если брать только то, что нам платят, это в среднем 1-1,5%. Вот наш сервис в среднем бизнесу обходится. Вот я вчера в LinkedIn опубликовал статистику, возможно, читали. Да. Мы год сотрудничаем с одним рестораном в Казахстане. И он мне начал задавать разные вопросы. Я такой сидел, разбирал все это, аналитику делал, а потом наткнулся на хорошую аналитику, которую там в процессе общения с ним я составил. Да? И многие просто об этом не думают. И это, во-первых, это white label. Во-вторых, вся коммуникация с вашим клиентом, она у вас, в ваших руках. Вы можете предлагать своему клиенту, не знаю, там, бургер с черным хлебом, бургер с белым хлебом, хотите там на завтрак молоко бесплатное, хотите на ужин колу Никто бесплатно. Не может на это повлиять, да, потому что это ваш бизнес, потому что это ваш подход к клиенту. Ну вот, допустим, у вас есть жена, например, да, я не знаю, есть. Давайте вот про себя. У меня есть дети. Они безумно любят, когда я их везу утром в садик, делаю им фокус.
Вот я просто делаю вот так вот фокус, они там делают заклинания, и у меня в руке появляются шоколадки. Это уникальность, понимаете? И это в их голове создает некий образ неповторимости и любви к отцу. Ну, это я так думаю, да? И точно так же у каждого бренда есть вот такая свои фишка. месседжи. Да. И если его нету, то, сори, ты просто как бы зашел в этот бизнес, ну, не знаю, там какие-то... И в любой бабки момент сделал. можешь закрыться. Да. Для того, чтобы вы понимали, что такое white label. Ага. Коротко. White label, не знаю, вы открываете бренд, не знаю, у Madfish, например. Вот. И у вас есть свой логотип, у вас есть там какие-то свои посылы, своя идентика. Все, вы получаете сайт со своей идентикой. На примере, грубо говоря, если вы работаете с агрегатором, то даже доставка, она через какой-то бренд транслируется. На примере Яндекса, то Да, ваш да, бренд да. отвозит Яндекс, и когда вы доставку получаете, вы видите то же самое Яндекс. Да, возможно, у вас там пакетик ваш, но как бы вы понимаете, что Да. курьер не ваш. В случае с деливером максимум, что на ваш, получается, максимум, что может вам улучшить процессы, это программа, которая ставится. Мгм. Все ваши курьеры. То есть никто не будет заставлять вас на ваших курьерах деливер писать. Нет. Никто не будет заставлять на вашем сайте деливер Нет. писать. Все, что делаете, то есть они визуально никак не связаны с деливер. Нет. Под капотом полностью на Да. деливере работают. Ну, Вот такой пример. По сути, вот, например, у меня была Лада. Мгм. В ней стоит японская коробка жатка. И мотор от Nissan. Мгм. Но как бы все ее воспринимают как Лада, но под капотом это иномарка. Никто это не видит. Никто этого не видит. И вот проблема Deliveroo в том, что ее никто не видит, но многие пользуются. Допустим, у нас 2 миллиона уникальных юзеров, которые заказали через нас еду. Это огромная цифра. За какой период? Сначала. 4 года. 4 года. Это почти 8 миллионов заказов. Если посчитать на 4 заказа на 4 человека. заказа на человека, да. Эти цифры говорят о том, что люди знают много брендов, но не знают о нас. Поэтому для нас нету позиции, чтобы, не знаю, мы не B2C компания, чтобы нас, там, не знаю, потребители знали. Для нас важно, чтобы бизнес выстроил свои процессы максимально удобно, экономил много денег. Я просто расскажу кейсы. Помните, про Maxway говорил? 22 оператора. Через 9 месяцев 13 операторов обрабатывали 1500 заказов. Хотя в начале 22 оператора Обрабатывали 400. 400. 52 курьера было, стало 79 курьеров, обрабатывали 1500 заказов. В день. В день. Плотность заказа на одного курьера составляла 22 заказа в среднем. Есть кейс аналогичный. 27 операторов на 2000 заказов. Курьеров. Вот про курьеры точно не помню, но по операторам точно могу сказать. Средняя зарплата оператора 5 миллионов сумм. Это выше рынка. Да. На тот же объем заказов через 2 месяца 13 операторов. Вы сократили уже даже штат, соответственно, оптимизировали Расходы на питание, на зарплату, на содержание оборудования, которое там находится. Второй показатель. За 4 месяца время доставки сократилось с 69 минут до 57 минут. На 12 минут оптимизация. Это практически 10%. Практически 15%. Это играет очень Это важную роль. Любой процент для бизнеса – это огромная роль. Да. Мы в прошлом году выстраивали для Яндекс.Еды интеграцию в бренде Maxway. Сократили time to eat агрегатора на 5-7 минут. С момента поступления заказа мы исключили просто в цепочке прием заказа вручную оператором и интегрировали его автоматически. напрямую. Да, автоматически. За счет чего агрегатор получает преимущество перед своими конкурентами.
Эта история с деливером, она, мне кажется, уникальна для данного рынка. И дай бог, я очень надеюсь, что масштабирование на другие рынки, оно максимально быстро будет происходить. Надеюсь. Дай бог. Вы как человек, когда я там ознакомливался с вашими всеми статьями, которые о вас есть, со всеми данными, которые о вас есть момент, что вы учились в аграрном, Ага. но вы до сих пор учитесь. Да. И сейчас, почему я насчет магистратуры сообщил, вы закрыли магистратуру на тему создания вот этой цепочки на примере Максвея. Да. И как в 36 лет на данный момент закрывать магистратуру? Да, нормально, легко. Успеваете? Приходится. Приходится успевать магистратуру. Ну, то есть, она... Я хочу... Что я хочу донести? Начинающие стартаперы и зачастую начинающие сейчас молодые ребята, у них вот такое, как называется, установки, что учиться уже не модно. Сразу отвечу, можно? Если вы хотите строить большой бизнес в кругу больших людей, тупым вы туда не достучитесь. Ну, это прямо очень грубо я говорю. Но правильно. Если вы не понимаете, о чем думают эти люди, если вы не понимаете, о каких вещах разговаривает бизнес, какие проблемы есть у бизнеса, какие точки нужно, не знаю, какие боли нужно решать рынку, вы никогда бизнес нормально не построите. Потому что любой бизнес, он или решает какую-то задачу, или решает какую-то проблему. Если решаемая задача является масштабной, то вы миллиардер. Угу. На глобальном уровне. На глобальном уровне. Если вы решаете, не знаю, там, очень маленькую задачу, вы, соответственно, столько же стоите. Насколько важно образование для стартапера? Ну, окей. Если ты хочешь просто проверить, сможешь ли ты стартап сделать, то, в принципе, не важно. Если ты хочешь строить компанию, корпорацию, то тебе необходимо, must have, потому что тебе же нужно людьми управлять, тебе нужно ресурсами управлять, тебе нужно рынки понимать, тебе нужно цифры понимать. Постоянно учиться. Постоянно учиться. Без этого никак. И обучение в магистратуре или в каких-то, не знаю, специализированных кругах тебе дает хороший нетворкинг. Благодаря, допустим, моей магистратуре я вышел в Казахстан. И я туда залетел по рекомендации, потому что мы сидели в одной группе, рассказывали, разбирали проекты каждого студента. Тем самым я получил доступ туда. И у меня там есть комьюнити. Когда я туда приезжаю, я ребятам в группу пишу: ребята, есть вот такая тема, кто что может. И они там скидывают. Да? То есть, это очень хороший нетворкинг. Без этого невозможно что-то делать на сегодняшний день. Согласен. Ныне образование, он не столь важен, как само знание, которое он дает, столь как нетворкинг, который вы получаете в процессе. К большому сожалению, сейчас образование, которое сейчас, получается, дается, если она на бакалавриате, зачастую люди уходят. Магистратура, это уже вы сами сознательно идете. Да. На бакалавриате люди попадают так или иначе. В вашем ситуации, в моем ситуации, например... По требованию родителей, да? По требованию родителей, по требованию попадайте либо по своему желанию, но не в ту специальность, и получается, что не всегда получаете то, что вы хотели. Но магистратура – это уже сознательно, вы понимаете уже, что нужно, и туда идете. Да. Возвращаясь к теме Deliver, какие планы на ближайшие 5-10 лет? 5-10 лет. Рынок очень быстро меняется, VUCA и бани называется. И на 5-10 лет сложно сейчас строить планы. Какие планы в целом? Есть. У нас есть ОКР, где мы прописали задачи на 10 лет, в принципе. Краткосрочные поделюсь. Мы запускаем скоро новый продукт, который глубже войдет в рынок доставки, решая более мелких ресторанов, не сетевых. Угу. Где 1-2 филиала. Да, без проблем. Второе. Мы в следующем году, во втором квартале, дай бог, если будем успевать по разработке, но в планах вот так вот прописано, идем в рынок доставки товаров. Угу. Это одежда, это товары из продуктовых магазинов. В другую нишу уходите. Да. Угу. Ну, точнее, не то, что в другую нишу уходите, а масштабируете на другие ниши. Вот. Это про краткосрочное. Угу.
В долгосрочных там есть B2B решения, там есть международные решения, там есть... Вообще, самая глобальная идея, мы будем крупным, не знаю, как это правильно назвать, крупным хабом интеграции. Предлагать. Да. Какие рынки хотите, грубо говоря, вот в этом сроке, о котором мы говорили, охватывать в ближайшее время? Страны Мены. Вот. Дальше не буду заговаривать, конечно. Мена довольно тоже большая, конгломерация, да? Поэтому пока остановимся на Мене. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы сделаем в ближайшем будущем по достижении данных целей. Мы вернемся к нашим подкастам и поделимся обновлениями. В любом случае, за каждым проектом, о котором я говорю, я в своем телеграм-канале веду уже некий сторителлинг, когда там какие-то апдейты про TagRichD, про Point AI, про другие ребята. Да. И постоянно, когда я буду рассказывать, я буду прикреплять обновления этих проектов. И заключительно, у нас всегда есть в заключении, получается, такой вопрос. Это для того, чтобы... Наша цель – это дать молодым стартаперам понимание того, что, во-первых, это нелегко, то есть это то, что вы видите уже готовый продукт, это сотни часов труда, там очень много людей, и чтобы это не выглядело так, что они там что-то готовое внезапно появилось. Что бы вы им посоветовали? Во-первых, начать работать. Много работать. Да. Много работать тоже, без ума много работать тоже не то. Я знаю много стартапов, которые начинали вместе с нами. Аналогично или в целом? В целом. Есть еще и аналогичные. Многих на рынке нет уже. Самая большая проблема, которую я видел, люди рано сдаются. Они рано спекаются. Перестают продавать. Теряют веру. Не ищут. Вот когда ты что-то продаешь, вот у тебя не покупает, да? Не идет оно. Вот в чем проблема? Это вопрос. Да, в чем проблема? По мне кажется то, что человек в моменте уже думает, скорее всего, это не нужно этому человеку. Вот, может быть, я не так продаю. Может быть, не те люди меня слышат. Может быть, я действительно не тот продукт продаю. Может быть, мой продукт реально не помогает, не решает ничего. Может быть, цена высокая. Очень много разных. Может быть, сейчас не время. Может быть, к нему нужно добавить что-то. Может быть, нужно переработать презентацию. Может быть, найти знакомых, кому это нужно. Может быть, нужно запустить пилотно бесплатно. Может быть. И это сотни может быть. Многие люди не знают, что еще добавить к своему продукту. Может быть, и не анализирует. И вот в этом проблема. Возвращаясь к тому, что тема не статься, на самом деле и много работать, нужно в первую очередь делать правильную работу. Правильно, даже когда вы делаете что-то, продаете, это не значит, что если вы будете не сдаваться в процессе продаж, не анализируя, что пошло не так, вы добьетесь успеха. Поэтому в любом случае, если вы даже начали продукт, в прошлом подкасте нам говорили, что надо быстрее верифицировать, будет ли продаваться этот продукт или нет. И даже если не получилось продать, посмотреть, в чем дело, почему не получилось. Да, верно. Также дальше идти. В целом, у нас на этом подкаст заканчивается. Спасибо вам большое. На самом деле, болтал. Нет, мне очень понравилось, потому что я сейчас человек из мира более, как называется, с хорикой, со всеми этими не работаю. Для меня это было очень интересно. Я очень надеюсь, что агрегаторы на нас не обидятся. Такой заказываешь, такой бац, закрытый момент. Подкасты больше не снимай. И очень надеюсь, что как можно больше ресторанов, больше заведений и в то же время, дай бог, по вашему расширению, больше проектов, которые что-то продают, перейдут на Deliver и, соответственно, оптимизируют эти риски. И дай бог, чтобы все получилось, все цели достигались и мечты сбывались. Спасибо большое. Рад знакомству. До свидания. Пока.